Ага, вот, все, пошла. Приветик всем, привет. Я тут, честно говоря, пока вязала, хотела как можно больше сделать. У меня что-то телефон, экран телефона такой какой-то, и я себя очень плохо вижу. Давайте я повытираю. Сейчас, подождите, я повытираю экран телефона. Вот, так вроде лучше. Дело в том, что я тут вязала и, довязалась до того, что уже начало эфира. Ой, ну я-то все связала, но, к сожалению, не подготовилась так, как я хотела, потому что я хотела все разложить, отметить все маркерами красиво, но сейчас будем с вами вместе это делать, то есть абсолютно полностью будет вот как это в жизни происходит. Спасибо, так рада вас видеть, Надя пишет, спасибо. Вот у меня такая ситуация. У меня есть, спинка вперед. Давайте я как бы объявлю, что мы сегодня будем делать. Сегодня мы будем соединять все в круг и будем, начинать вязать кокетку. Так как я еще не связала образец своей кокетки, и у меня не хватило пряжи, я кое-что распускаю. Так жаль, что у меня уже 22 часа, ложимся спать. Ну, посмотрите потом повтор, ничего страшного. Приветик всем, кто подключается. Вот, и пришлось немножко кое-что распускать, ненужное мне. И я пока распускала, в общем, прошло время. И я не связала еще образец жаккарда. Я бы хотела все-таки, как я вам тоже советую, сначала связать образец с жаккардом, именно той кокетки, которую я задумала, цвета посмотреть, высоту посмотреть, как я убавки распределила, посмотреть, вот, а затем уже вязать все это вместе. Но сегодня мы вместе все на спицы соберем, я расскажу, как я это делаю. Начнем там первый рядочек вязать, может быть, потому что, ну, первый рядок я вроде знаю, какой должен быть, по цветам, так подумала, определилась. Вот, а завтра мы продолжим. То есть завтра я в течение дня постараюсь связать что-то побольше, повыше, там, где будут уже, может быть, убавки какие-то. И завтра уже покажу, как я делаю убавки, и покажу, как это все ложится и как я все вяжу дальше. То есть у нас вязание кокетки, оно как бы на 2 эфира разделено. Вот сегодня у нас задача соединить все в круг. Так, у нас 23 на сегодняшний эфир я ждала. Замечательно. Смотрите, что у меня есть для того, чтобы соединить кокетку в круг. И у вас тоже это все должно быть. У меня есть... Блин, у меня что-то глаз чешется. К чему это, девочки? У меня есть спинка вперед, вот они. У меня есть связанный росток. Сейчас я вам покажу поближе, когда камеру переверну. Вот мой росток, и как видите, здесь я вязала все на одних спицах, то есть на одной круговой леске, на одних круговых спицах, да, с леской. Вот мой росток, это спинка, это у меня здесь будет подрезы и вперед. Вот так я это все вязала. И на этих же спицах я буду вязать кокетку. Мне удобнее вязать кокетку, когда петельки близко друг к другу, так быстрее я набираю скорость. У меня здесь леска 60 сантиметров, вы можете взять спицы и 80, и 100, если вам на них будет удобнее. Но вот я буду вязать на этих. Сразу проверяю номер у меня не тот, потому что я вязала рукав, и эти надела просто так. Да, вот тут они у меня. Смотрите, у меня также есть второй рукав. Ой, да, верно. Вот у меня есть второй рукав, который я связала сегодня. Он у меня, кстати, без влажно-тепловой обработки. Как видите, я тут оставила ниточку, чтобы потом сшивать подрезы и росток. Вот она у меня, у вас тоже должна быть. Вот один рукав я сегодня связала. И второй рукав я подготовила заранее. Как я его подготовила? Он у меня не высох, к сожалению. И вот я сейчас его старательно сушила утюжком. Лицевую гладь можно паром гладить, поэтому я паром старалась хорошенько высушить. Но он все равно у меня еще влажный. И вот даже видите, очень хорошо видно, как здесь он гораздо темнее, потому что влажный. Ну вот будем работать с таким. И это я гладила. Ой, все нормально. Так, отлично. И я сделала влажно-тепловую обработку этого рукава для того, чтобы посмотреть длину. Длину, подходящую мне. Подходит ли мне такая длина. И смотрите, что получилось. Вот мой рукав без влажно-тепловой обработки. Я пока показываю с такой камерой, потому что так виднее. А вот мой рукав после ВТО. Здесь рядов одинаковое количество. Вы видите, какая разница?
Вот какая разница в длине получается. И когда вы, измеряя свой рукав, говорите мне, что он у меня очень короткий, что делать? Вот я советую сделать влажно-тепловую обработку. Посмотрите, 2 рукава вязала я по одной и той же схеме, одно и то же количество рядов. Но этот рукав у меня насколько короче получился. Видите, после ВТО, как хорошо вытянулся рукав. И если измерять этот рукав, приложив ко мне, то он у меня низковат. Вот видите, мне, ну, кажется, это низко. Если примерять рукав после ВТО, вот давайте я примерю. Вот, смотрите, где он у меня заканчивается. Вот тут меня устраивает. Поэтому ВТО желательно сделать. Второго рукава ВТО я не делала, потому что просто не было времени. Но в этом нет ничего страшного. Вы потом просто можете весь свитерок еще раз про ВТОшить, я не знаю, отпарить, постирать. Вот, у меня тут единственная проблема появилась. Я пока возилась с этим рукавом, у меня спустились петли, и я не знаю, нитка у меня вот эта, где у меня здесь начало ряда, потому что у меня петли могли немножко подраспуститься. Поэтому я все-таки сейчас немножко посижу, подумаю. Вот мои спицы, которые мне нужны. Так, нет, это не те все равно. Сейчас, подождите, девочки. Я найду спицы, которые мне нужны. 4,5 раз. 4, 4. Эти мне не подходят. А здесь 4,5 вот это, да? Да, вот, значит, я неправильно надела. Вот так. Вот это 4,5 спицы, которыми я буду пользоваться. И вот моя спинка вперед. Приветик, девочки, приветик. Кстати, если есть вопросы, задавайте, потому что сейчас как раз самое время. Мы сейчас будем все соединять в круг, и можно задавать вопросы. Я на спицах ВТО рукава делаю. Можно, но у меня спицы были заняты, я вязала параллельно этот рукав, поэтому я сделала вот так. Можно на булавку, на ниточку, не имеет значения. Я хотела поскорее сделать ВТО, поэтому так получилось у меня. Так, как бы нам сейчас это сделать? Я, наверное, возьму вот такие спицы и сейчас надену это все. И обязательно надо посмотреть, как у меня, где у меня начало ряда. Если у вас что-то где-то спустилось, вы тоже обязательно ищите. Пока пишите вопросы. Заняты, да-да-да. Пока пишите вопросы, и я поотвечаю и поищу здесь, что у меня с началом ряда. Так. О, девочки, у меня начало ряда как раз четко получилось там, где... Сейчас, подождите еще раз. Нет, по-моему, не здесь. Девочки, сейчас подождите. Так, поздравляю вас, Сашенька, с десятилетием вашей Саши совместной жизни. Спасибо, спасибо. ВТО обязательно делать до кокетки? Нет, не обязательно. Если вам нравится высота вашего рукава, все устраивает, вы ВТО не делаете. Все нормально. А если вам кажется, что рукав короткий, тогда да, желательно сделать ВТО, чтобы убедиться в том, что все нормально. Так, с десятилетием хотела написать. Да, я поняла, спасибо. Сегодня мы собираем все в круг. Рукава, спинку вперед, чтобы начинать вязать кокетку. Я пытаюсь найти начало ряда. Девочки, сейчас я это быстренько сделаю, потому что важно начать именно там, где вы закончили рукав. Чтоб не было у вас потом... Так, по-моему, я нашла. По-моему, я нашла, девочки. Все отлично. Если жаккард на кокетке 40 рядов, а сама кокетка 80 рядов, то мне жаккарда и после вязать номером спиц, что основное полотно. Нет, лицевую гладь вы всегда вяжете спицами для лицевой глади, а жаккард вы вяжете спицами на полмиллиметра или на миллиметр толще. И таким образом у вас как раз получится все очень ровно, одинаково. Вот. Если у вас идет жаккард и затем лицевая гладь, вы берете спицы для лицевой глади и вяжете свою лицевую гладь дальше. Так.
Ну все, я вроде все нашла, все отлично. Давайте продолжим. Так. Саша меня с ДЗ в игнор отправила походу. Нет, девочки, у меня, кстати, знаете, у меня, кстати, сейчас скажу, 478 сообщений. Я стараюсь очень быстро отвечать, но все равно не получается, потому что все равно очень много сообщений. Видимо, все как раз делают эту кокетку, и, ну, просто очень-очень-очень много сообщений. Я отвечу вам, девочки, обязательно, и отвечаю я снизу вверх, то есть из самых ранних к самым поздним сообщениям, но все равно немножко не успеваю. Вчера я позволила себе отдохнуть, потому что вчера был праздник, а вот сегодня буду и завтра наверстывать, поэтому ждите обязательно, я все отвечу. Если вы мне в Телеграм написали в личные сообщения, все отвечу. Так, привет, я прослушала. Вы то делаем до вязания кокетки? Нет, не обязательно. Если вы не уверены в том, длина рукава у вас подходящая или нет, вы делаете влажно-тепловую обработку рукава. Точно так же спинки и переда можно сделать влажно-тепловую обработку, чтобы тоже убедиться, подходит ли вам эта длина. Эти петли очень мокрые и очень тяжело на спицы надеваются, еще и деревянную. Вот, но если вы знаете, что все нормально, что длина подходящая, или если вы уже работали с этой пряжей, тогда можете совершенно спокойно не делать ВТО, а делать его в конце. Так, приветик. 10 лет совместной жизни, а можно вопрос о вашем возрасте? Ну, это не совместной жизни 10 лет, но совместной жизни, если быть точнее, 9 лет. 10 лет с другого момента, но не с момента знакомства. Знакомы мы чуть раньше. Совместной жизни 9 лет, да, 9 лет уже вместе живем. Мне 27. Мы с 18 лет начали жить вместе. Сначала у Сашиных родителей, а потом через год стали снимать квартиру. Вот в 19 лет уже начали жить отдельно. Саша, сверху росток можно делать как в реглане для такого свитера, тогда расчеты другие, росток тоже можно такой, как в этом нашем свитере. Сверху можно росток делать как в реглане, верно, особенно если однотонная у вас вязка. Яна, у тебя, по-моему, однотонный, да, свитер? Ну, он не однотонный, но имеется в виду без жаккарда. Вот, а расчеты там другие, да, там нужно как раз, как мы делали тогда, вспомните прошлый раз, когда вязали реглан, еще год назад это было, получается, год назад вязали реглан, там нужно поворотными рядами будет вязать. Вот нужно это просто перевернуть немножко, то есть не сверху вниз, а снизу вверх вязать. Росток можно такой, как в этом нашем свитере. Для реглана можно росток такой же, как в нашем этом свитере, да. Поздравляю с круглой датой, взаимопонимания, любви и счастья. Спасибо. Сейчас я дочитаю и начнем, потому что надо уже все это в круг собирать. Вы объясните ситуацию, когда нечетное число ростка. Нечетное число рядов я объясняла в канале Telegram. Где-то наверху пролистайте, посмотрите. Не имеет значения, четное количество рядов или нет, вяжем сколько получается. Так, ну и детишек вам, конечно, здоровеньких, спасибо. У меня плотность жаккарда и глади очень разная. Думаю, для расчета сделать образец жаккарда, только тогда сделать расчет. Хорошо, верно, это хорошее решение. Начало ряда не имеет значения или там, где росток закончили? Сейчас покажу. Вот у меня закончился росток. Давайте я, наверное, камеру поверну и буду вам показывать. Сейчас будем соединять. Честно говоря, вот я сама это без подготовки делаю. Я делаю это обычно, но обычно у меня куча времени, я могу сидеть и спокойно думать. Сейчас будем вместе. Там штук 50 от меня сообщений. Ой, если сейчас удастся, я могу посмотреть. Просто интересно. Анжелика, 12 всего лишь, 12 сообщений от тебя. Я скидывала с 9 на 10 ночи, поэтому удивляюсь. Ну, видимо, еще доотвечаю. Не переживайте, я никого не бросаю. Приветик всем, приветик. Я тоже за день пишу по несколько сообщений с вопросами. Все отвечу. Лучше ВТО сделать, если с пряжей ничего не вязала и образец сел на 1 сантиметр. Сделайте, да, если тем более сел образец, значит, у вас может уменьшиться длина рукава, свитера и, конечно же, лучше сделать ВТО, чтобы точно определить, та ли у вас длина получается. Первый раз смотрю в этом интенсиве прямой эфир. Валентина, привет!
Саша, в ростке в первую петлю снимаем, последнюю изнаночной провязываем. Вяжите, как вы привыкли, либо изнаночной, либо лицевой последнюю. Главное, чтобы у вас были такие елочки по краям, как обычные кромочные. Как вы вяжете эту кромочную, не имеет значения, потому что очень много способов. Здравствуйте, Сашенька, здравствуйте. Отдыхаю в Краснодаре, тепло, все цветет, красота. Здорово, привет вам. У нас тоже жарко сегодня. Подскажите, вчерашнее ДЗ какое не получилось посмотреть? Нарисовать схему жаккарда уже с убавками, вот в таком виде, с вашими убавками, и связать образец, 2 раппорта ваших убавок и вместе с убавками его связать. Все цветет у нас тоже. Какой у вас состав пряжи, что сел образец? Напишите, да, кстати, интересно. Ну, давайте я камеру поверну, будем начинать. Я уже много болтаю, и сейчас у нас эфир зависнет, не дай бог. Сань, ты отключил? Ага, хорошо. Так. Смотрите на все мои... тут, как всегда, у меня целая куча. Это расчеты, это мой жаккард. Сейчас я поверну. Так, я второй рукав вяжу, боюсь, не успеваю. Саше пишу мало, чтобы не отвлекать. Но если вопросы есть, конечно же, пишите. Если вы сами можете разобраться с каким-то вопросом, то разбирайтесь самостоятельно. Так вы быстрее научитесь. Так, смотрите. Рукава откладываю пока. Вот у меня моя спинка. Вот мой росток. Раз. И росток с этой стороны 2. Вот он. Так как я вязала все на одной леске, то у меня, вот видите, все идет подряд. Это ничего страшного, все отлично. Вот у меня с этой стороны как выглядит вперед, так не видно. Мы росток вяжем без убавок, да, без убавок, просто прямо вверх. Вот он у меня прямо вверх, кромочный, как обычно. Это мои подрезы и мой вперед. Это сзади спинка. Спинка 70 петель, вперед 70 петель и подрезы по 8 петель. Сейчас мы будем это соединять в круг. Непал дропс в равце сел на 1 сантиметр. Вот, запоминайте. Смотрите, может начаться у вас вязание с лицевой стороны ростка. Для этого, то есть не для этого, а когда у нас такая ситуация, мы просто продолжаем вязать спинку, затем у нас здесь будет рукав, потом вперед, рукав, и начало ряда у нас будет вот как раз с правой стороны спинки. Бывает так, что у вас ниточка вот здесь, если вы закончили изнаночным рядом. Если ниточка здесь, значит вы начинаете вязать с рукава, вперед, рукав, спинка. И начало ряда у вас будет это левая сторона спинки. Не имеет значения, где у вас ниточка и сколько рядов у вас в ростке. Так, давайте теперь будем вязать. Первый рядок, как правило, я вяжу просто по кругу, у меня получается плюс 1 ряд. Вяжу по кругу для того, чтобы все собрать в кучку, чтобы пересчитать еще разок, чтобы все у меня было четко. Можно сразу начинать жаккард, в принципе, так и правильнее, да, сразу начинать жаккард, но у меня всегда первый ряд вот такой вот, как бы завершить вязание каждой детали и соединить все в круг. Вот мой жаккард, который я сейчас буду вязать, и вот мои расчеты, где у меня отмечено количество петель, куда что я деваю. Вот я возьму сейчас цвет, которым я буду вязать. У меня начинается вязание здесь другим цветом. Я, правда, еще же говорю, образец не вязала, возможно, я его поменяю, но с вами свяжу именно этим цветом. Берем мы спицы, которыми мы вяжем лицевую гладь. Первую петельку пока снимаем и начинаем вязать. Здесь у меня спинка начинается. На спинке у меня 70 петель. Вот я просто провязываю свои 70 петель. Обязательно в этом круге я петли считаю. Но сейчас считать не буду, потому что, скажу честно, перед эфиром посчитала. Все верно. Но советую всегда считать, чтобы точно не ошибиться, чтобы когда вы не начали вязать жаккард, у вас там где-то что-то не совпало и потом придется пересчитывать. Я вот просто вяжу по кругу 1 ряд. Вот первая моя задача это связать спинку. Вяжу петли спинки. Если у вас тоже вот как у меня справа ниточка от спинки, значит вы провязываете спинку. Если у вас ниточка здесь, значит сейчас расскажу, что мы делаем с этим. Вот, вяжу 70 петель.
Но у меня 70, у вас свое количество. Но здесь легко, потому что мы должны закончить, именно там, где заканчивается росток. Вот, смотрите, я закончила. У меня росток тут закончился. Последнюю я тоже провязываю лицевой, потому что это уже мой круг пошел. Вот у меня росток, видите, пошел. Дальше здесь я должна вставить свой рукав. Вот у меня здесь спинка, здесь у меня петли подреза, и дальше пошел вперед. Вот петли подреза я сейчас буду убирать на ниточку. Сейчас давайте я вот возьму вот такую ниточку и уберу петельки. Какую-то коротенькую надо. Давайте сиреневую возьму и отрежу. Дальше у меня идет подрез. Давайте сначала, наверное, сделаем подрез. Так быстро вяжешь, как будто ускоренная перемотка. Да, девочки, это ж просто лицевые петли. Смотрим на вот эту вашу, я не знаю, как это сказать, схемку. Что это такое у нас? У меня здесь как раз указаны петли подрезов. 8 петель у меня идет на подрез. Вот сейчас эти петли после спинки и перед передом, да, я должна на ниточку разместить. У меня это 8 петель. Можно это сделать крючком, конечно, но я за крючком не пойду, тут петель мало, поэтому можно их просто вот так вот спицей. 8 петелек мы надеваем на нитку, либо на булавку. Можно их даже закрыть, в принципе, тоже нормально. Но главное, чтобы потом мы смогли это все распустить, чтобы у нас были петли открытые. 2, 4, 6, 8. Вот 8 петель у меня подрез. Ниточку я завяжу на всякий случай, чтобы у меня ничего никуда не слетело. Так, и дальше мы вяжем наш рукав. Будем сейчас его вставлять. Это пошли уже петли переда. Да, чебурашка, верно. Вот мне напоминает чебурашка. Мало того, что как на перемотке, еще и петли ровненькие. Чем быстрее вяжете, тем петли ровнее, поэтому набирайте скорость. Так, беру я свой рукав. Сейчас у меня тут спицы посыпятся, потому что они у меня просто так лежат. Беру я свой рукав. Что нам нужно сделать в рукаве? В рукаве нам нужно найти его часть с прибавками и разделить рукав на 2 половинки. Вот у меня идут прибавки с этой стороны, и я ищу то место, где у меня как раз идет разделение. Вот оно у меня как раз тут, идеально, видимо, я так и закончила. То есть мне важно, чтобы вот эта часть у меня оказалась на внутренней стороне, ближе к моему переду. Это обязательно. Если вы на это не обратите внимания, то потом у вас получится просто вот этот как бы шов, хотя его нет, он получится у вас черти где. Вам нужно, чтобы все было ровненько. И вот как раз этот наш якобы шов, будем его так называть, он должен находиться четко посередине нашего подреза. Вот у меня подрез из 8 петелек, значит 4 петельки с этой стороны раз и 4 петельки с этой стороны 2. Вот это будет как раз мой подрез. Я тоже его пересниму на ниточку. Так, где моя фиолетовая нитка, которой я только что пользовалась? Так, получается с одной стороны 4 петельки и с другой. Сейчас я надену еще спицу и пересниму. Так, отлично. Все пока получается. Так, отлично. Переснимаю я раз, два, 3, 4. Вот так. У меня как раз здесь ниточку подтяну. У меня как раз вот по центру как бы мой шов. И 4 петельки с одной, 4 петельки с другой. Это будет мой подрез. Переснимаю его на нитку. Так, у меня что-то подтормаживает. У вас тоже подтормаживает? Почему? Так, готово. Это мой подрез. Дальше что нам еще нужно сделать? Нам нужно переснять петли ростка. Вот этот рукав, если мы расположим вот так, посмотрите, подрез к подрезу,
Хорошо видно подрез к подрезу. Дальше у меня пошли петли переда, здесь у меня мой росток. То значит, с этой стороны я вот так вот выкладываю свой рукав. С этой стороны, значит, мне нужно еще оставить петли для моего ростка. Смотрю я на своего чебурашку и вижу, что у меня для подрезов 6 петель. Тормозит, плохо видно. Вот как раз 6 петель я еще оставляю с этой стороны. Вот смотрите, я кладу подрез к подрезу, вот так вот подрез к подрезу кладу, и смотрю, там, где у меня росток, с этой же стороны я оставляю петли для ростка на рукаве. У меня это 6 петель, поэтому я на эту же ниточку 6 петель переснимаю. Раз, два. Так, главное, чтобы у меня тут ничего не упало. 3, 4, 5, 6. Вот, отлично. Вот так. То есть у меня осталось 8 петель подреза и 6 петель ростка. У каждого это свое число. Все готово. Рукав мы сделали. И теперь мы можем спокойно, свободно этот рукав провязать. Вот мы закончили вязать нашу спинку. Дальше нам нужно вязать рукав. Мы вот так вот это все соединяем. То есть сразу после петель ростка на рукаве у нас идут рабочие петли нашего рукава. И мы просто провязываем их лицевыми до того места, пока петли рукава не закончатся. Саша, ты довольна пряжей, с которой вяжешь? Тебя все устраивает? Да, мне нравится эта пряжа. Цена нормальная и качество соответствующее. Так, довязала я рукав. Рукав мы оставляем. Все. Подождите, не довязала, халтура. Я еще думаю, что так мало у меня петель. На этом этапе тоже советую считать количество петель рабочих в рукаве. Вот у меня должно быть 38. Но я тоже посчитала это все заранее, у меня все получается. Связали мы петли рукава, и дальше у нас идет вперед. Тут сразу, я повторюсь, можно вязать жаккард. Ну, вот у меня всегда первый ряд такой сборный, который помогает мне собрать все в кучу. Так, еще раз смотрите, вот у меня росток, вот у меня подрез, это спинка вперед, вот мой рукав. Тут я оставила петли для ростка и оставила петли для подреза. После того, как я рукав провязала, дальше у меня идет вперед, и вяжу я 70 петель переда. Вот соединяю так. Вот у меня спинка, рукав, и теперь пошел перед. Вот мне интересно, как ты, Саша, будешь 6 петель вместо изнаночных, изначально рассчитанных на росток растягивать. Растяну, не переживайте, покажу тоже, как я это, как я мыслю, как я это делаю. Там все будет хорошо. Так, я петли не считаю, потому что в конце у меня должно остаться 8 петель ростка. Ой, ростка, простите, 8 петель подреза, потому что это у меня вперед. Вот сейчас довяжу и 8 петель с конца отсчитаю. Вот они у меня заканчиваются. А, Когда доберемся до сшивания ростка подрезов, тогда я вам это покажу. Главное, чтобы вы очень много петель не убирали со своих подрезов, с ростка, чтобы все было у вас более-менее, ну так, знаете, одинаково. Так, не поняла. Петли подреза, потом шов, рукава, потом петли подреза, петли ростка со стороны спинки и присоединяем. Ой, спинка. Дальше у нас здесь остаются петли ростка, подреза, на рукаве тоже росток, подрез. Вяжем рукав, вяжем вперед. Так, подождите. Ага, тут все я оставила, все верно. Яна, сейчас ты меня запутаешь, я что-то забуду сказать. Так, считаем: 2, 4, 6, вот 8. Вот 8 петель у меня переда, это мои подрезы. Это уже началась моя спинка. Эти 8 петель оставшиеся, здесь я должна провязать 70, тоже их посчитайте. Эти оставшиеся петли снова переснимаю на нитки, на нитку. Ой, простите, что у меня дернулась рука. Вот 8 петель, мой подрез. Переснимаю на нитку. Так, раз, два. По-моему, я их тут перекрутила, да? Не, давайте сделаем ровненько. Раз, два. Обычно это крючком вообще делается. Крючком в 100 раз быстрее. Так,
3 и 4. Вот 4 раза по 2, 8 петель. Вот это мой подрез, на между передом и спинкой с другой стороны. Здесь теперь у нас началась спинка. Все уже, видите, у меня ряд, начинается. Тут у меня вперед закончился. И здесь мне нужно вместить мой рукав. Вот этот мой рукав, сейчас давайте я все-таки еще раз пересниму на нормальные спицы. Потому что очень мокрые и очень неудобно. Пересниму на нормальные спицы. Так, мокрые петельки, я переживаю, что мне будет неудобно. То же самое мы сейчас сделаем. Мы отметим серединку рукава, мы переснимем петли ростка и подреза на рукаве на нитку и свяжем наш рукав. Главное в рукаве найти серединку там, где у нас прибавки. Так, я имела в виду петли ростка, с какой стороны точно оставлять. Вот сейчас еще раз покажу. Это нужно смотреть, чтобы было наглядно, потому что так теоретически очень сложно понять. Так, сколько по минимуму брать, если жаккард не помещается в круговом вязании? А что по минимуму вы хотите брать? Петли подреза и ростка на рукаве. Да, да-да-да. Я что-то не так сказала, да, видимо? Тяжело вязать, девочки, и говорить одновременно. Сейчас я пересниму. Вот, отлично. Так, смотрим, где у меня центр, где мои прибавочки. Вот, кажется, они. Так, вот они, вот здесь, ровно здесь. О, видите, как я четко опять определила, все правильно. Ровно здесь у меня как раз идут убавки. И с этой стороны 4 петельки я оставляю на подрез, и со второй стороны тоже 4 петли оставляю на подрез. Сейчас мы их перекинем вот так, наверное, и я их пересниму на нитку. Еще раз покажу, как росток смотреть. Раз, два, три, 4. Готово. Ниточку еще раз отрежу свою фиолетовую и пересниму. Так, подрезы или росток по минимуму. Про подрезы я рассказывала и про росток рассказывала в одном из эфиров. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, где мы рассчитывали росток. Я там рассказывала подрезы, какие могут быть. Смотрите на свой размер, смотрите на желаемую ширину кокетки, измерьте, какая кокетка у вас получилась, и тогда уже меняйте подрезы либо в большую, либо в меньшую сторону. У меня сейчас подрезы получается 5 сантиметров один. Ой, я много, да, что или немного? 5 сантиметров один, то есть по 2,5 с двух сторон. Петли мокрые, поэтому все такие кривые. 2, 4, 6, еще раз. 2, 4, 6, 8. Вот одну, по-моему, я лишнюю уже взяла. Сейчас найдем еще раз центр. О, фух, отлично. Найдем еще раз центр. Вот центр. 4 в эту сторону, 4 в эту сторону. Отлично. Вот мой подрез. Это мой рукав. Сейчас вот так сделаем его. Это мой рукав. Смотрите, что я делаю. Я складываю рукав к подрезу. Вот мой подрез между спинкой и передом. Вот я его сейчас разложу. Я складываю свой рукав подрезом к подрезу. Как я буду его пришивать? Вот так. Рукав я буду носить так, и пришивать я его тоже буду вот так. И смотрю, у меня с этой стороны росток, значит, в этой стороне я должна оставить петли ростка. Здесь у меня вперед, здесь я ничего не оставляю, это мои рабочие петли. А вот со стороны моего ростка я оставляю петли для ростка на рукаве. У меня это 6 петель. Вот сейчас 6 петель я пересниму на нитку с этой стороны. Там получается один рукав справа, другой рукав слева, если, ну, прям говорить вот так. Так, переснимаю 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ой, мокрые петли, неудобно. Так, отлично, все, я теперь могу это все завязать.
То, что ниточка у нас остается где-то вот посерединке, это ничего, мы все равно закончили с вами ряд на рукаве, все нормально, мы ее потом будем использовать. И теперь мы можем совершенно спокойно дальше вязать наш рукав. Вот еще раз я петли подреза между передом и спинкой. Вот мой рукав так раскладываем, как мы его будем носить. Вот мы его будем вот так носить. Подрез к подрезу я прикладываю, и росток у меня слева, значит, и петли ростка у меня тоже слева. Вот, теперь понятно, значит, все поняла. Супер. Петли ростка снимаем? Да, снимаем. Теперь вяжем. Вот у меня петли рукава остались. Здесь у меня, видите, после переда идет продолжение, ниточка тянется, и просто вяжем петли нашего рукава. Сейчас я провяжу петли рукава, и вот все, мы сомкнули в круг, и можно вешать маркер и начинать вязать наш жаккард. Подтормаживает, да, сегодня? Не дают нам провести эфир нормально. Ну, на ютубе, я надеюсь, что-нибудь да поймете. Так, опять. У меня руки аж мокрые из-за того, что мокрые петли. Ну ничего, все нормально, высохнет. И видите, вяжется гораздо медленнее. Не скользят петли, потому что. Так, у меня нижний жаккард после ВТО 4 сантиметра, 12 рядов. По расчетам 10 рядов 3 сантиметра, 13,3 ряда должно быть. Как правильно? Из-за этого дальше не могу сделать расчеты. Напишите мне, пожалуйста, ваши расчеты. Все, спицы я убираю. Посмотрю я лично. Сейчас тоже тяжело понять. 13,3 ряда, значит, берите 13 или 14 рядов на ваш жаккард. Вот, смотрите, наш круг. Тут я уже могу маркер повесить. Это будет начало моего ряда. Здесь мы будем точно так же смещать жаккард на одну петельку каждый раз, чтобы у нас не было ступенек. Вот я повесила маркер. Посмотрите, что у нас получилось. У нас тоже цвет отличается, видите, потому что мокрая. У нас вот вперед 70 рядов. Вот у нас рукав 1 справа, рукав 2 слева. Все на спицах. И сзади у нас петли спинки. Вот мой росток 1, мой росток здесь 2. Петли для ростка на рукаве с этой стороны 1, петли для ростка на рукаве с этой стороны 2. Вот у меня петли подреза здесь, петли подреза здесь. И тут точно так же петли подреза здесь, петли подреза здесь. Если посмотреть на подмышку, давайте я вам покажу подмышку. Вот мой рукав. Видите, сколько тут петель? Тут петель у меня 8 плюс 6. 8 подрез, 6 росток. 8 плюс 6. Здесь у меня как раз идет 8 петель. Это спинка вперед, 8 петель подрез и росток. 6 петель ростка у меня уйдет в подрез. Ой, простите, 6 петель рукава у меня уйдет в росток, и 8 петель у меня уйдет в подрез. Вот так это все сошьется. Это подмышка. И с этой стороны рабочие, здесь у меня 38 петель рабочих рукава. Все, могу вязать свой жаккард по кругу, отмечая каждый ряд и смещая на одну петельку. Все. Саша, ВТО до объединения всех деталей делаем? Нет, не обязательно. Если вы не уверены в том, что ваш рукав вам подходит по длине, тогда сделайте ВТО. Вот я только что показывала, я сделала ВТО рукава. Посмотрите, вот у меня начало рукавов и насколько разница в длине. За счет того, что я сделала ВТО, рукав вытянулся, и теперь меня длина рукава устраивает. Поэтому я ничего не довязывала. Я оставляла все так, как я измеряла вот в первом нашем эфире. Все, можно вязать дальше. Вяжем всегда с лицевой стороны, вяжем всегда по кругу, без всяких поворотных рядов, по кругу, отмечая каждый ряд. И вот здесь вот следим за убавками. Убавки я завтра уже покажу. Давайте камеру поменяю и еще что-нибудь обсудим, если будут вопросы. Может, я что-то вспомню, что я что-то недорассказала. Потихоньку сейчас буду вязать свой жаккард. Так. Ага, вот, отлично. Что-то сегодня притормаживает как-то, хотя у меня все идеально.
Сколько можно взять по минимуму петель ростка, если жаккард не помещается в круговом вязании? Можно убирать одновременно из петель подрезов. Не советую из петель подрезов убирать, потому что у вас тогда слишком сильно увеличится кокетка. Убавки завтра, мы сегодня не успеем. Мне вязать еще сколько, знаете, 9 рядов, чтобы была первая убавка. Мы точно сегодня это не успеем. А знаете, тоже не хотелось пропускать вот эту часть соединительную, чтобы сразу показать убавки. Да, убавки легко, просто по 2 вместе вяжете и все. Вот, не советую убирать из петель, простите, подреза, потому что может быть получиться сильно широкая вот здесь сверху кокетка. Если это там 2-3 петельки, вообще нормально. Если это 8 петель, то это много. Если 10 петель, тем более, вообще тогда, значит, нужно думать над своим жаккардом. Либо вам нужно уменьшать жаккард в ширину, либо вам нужно уменьшать просто количество раппортов. Либо вам нужно, знаете, уменьшить количество раппортов, но при этом увеличить ваш жаккард. Тоже такое может быть. Например, у вас повторяются какие-то ромбы, звездочки, предположим, да, и у вас не помещается 10 раппортов. А если 9 раппортов, тогда слишком узкая кокетка. Значит, вам нужно сделать 9 раппортов, но увеличить вашу звездочку. Между звездочкой можно, звездочка, я имею в виду жаккард какой-то, между звездочками можно сделать не одну, а 2 петельки, и уже у вас на 10 петель увеличится ваша кокетка. Вы мыслите здесь творчески, вам не нужно следовать жестким правилам каким-то, вы можете самостоятельно что-то придумывать, менять и придумывать хорошие решения. Я вот сегодня девочки, не знаю, здесь девочка, не здесь, сегодня девочки высчитывала, и мы вообще с ней, даже, в принципе, мы это с ней не обсуждали, я высчитала и отправила. Я вообще пришла к выводу, что у нее можно совершенно спокойно здесь в нижней части делать убавки там через каждые 26, по-моему, петель, или 13 петель, я уже не помню. А выше можно сделать убавки через 8 петель, а потом через 7, через 6, через 5. То есть, знаете, сделать здесь такими, как клинышками небольшими, и тоже будет красиво. Потому что здесь у нее тоже была большая такая снежинка, которая, ну, очень тяжело убавляется. И я эту снежинку решила оставить, сделать убавки между снежинками, а выше делать убавки чаще. И там получается больше раппортов. Вот как-то так. И оно будет тоже хорошо. Надо просто фантазировать, как вам будет лучше, как лучше в вашем случае. Так, не по теме. Есть видео, где жаккард вяжете. Да, 2 видео отдельных есть. Жаккард с протяжками и без. У меня на YouTube-канале. Можете открыть плейлист Лопа Пейса. Вяжем Лопа Пейса онлайн. Или Лопа Пейса онлайн, я не помню. И там эти 2 видео есть. Образец жаккарда с убавками обязательно вязать. Ну, если вы прям вот на 100% уверены и вам совсем не хочется, не вяжите, потому что я считаю, что все в удовольствие должно быть, особенно вязание. Можете не вязать, но напишите мне об этом, почему вы не вяжете. Но советую все-таки связать, потому что потом будет обидно распускать всю кокетку. Конечно, есть случаи, когда все идеально, все расчеты красиво, все нравится, вы уверены на 100% в том, что все нормально, и пряжу знаете, тогда не надо вязать. Саша, росток подгоняла и уменьшила его на 3 петли, вместо 9 стало 6. У меня все сошлось, мне не надо. Конечно, не надо. Это вообще идеально, когда вам ничего не надо нигде убавлять и корректировать. Это идеально. Это вот, ну, то, о чем все мечтают. Это у вас супер получилось. И, кстати, у многих девочек так получилось. Я проверяла домашние задания, и там прям вот все прям вот классно. Очень понравилось. Я хотела вязать. Уже начало соединения, первый ряд кокетки считается, да. Ряд, который ты провязала, считается, да. Но скажу по секрету вам, я его не считаю, если спицы и петли у меня не толстые. Я вот провязала, соединила в круг, а дальше просто начинаю вязать свои 35 рядов. Но вообще, да, конечно же, он считается. Это просто я так немножко халтурю. Мне удобнее сначала соединить, все посчитать, а потом уже с чистого листа, с красивого соединенного
следующего круга вязать свой жаккард. Поэтому я всегда стараюсь жаккард начинать как-то постепенно. Вот как в прошлый раз у меня в том свитере, у меня сначала там маленькие звездочки, вот совсем маленькие такие крестики, их можно вязать, а когда уже начинается там что-то такое конкретное, то мне проще как-то начинать вязать со второго ряда. Саша, если у меня сбоку ростка 6 петель, а росток 8, можно 2 петли оставить в рукаве, чтобы было все петля в петлю. Росток 8 рядов? Можно, да, да, можно. Я поняла, росток 8 рядов, на рукав 6 петель в ростке, да, и чтобы было 8 рядов и 8 петель, да, можно. Если сходится там жаккард, то вообще идеально. Вообще, я всегда вам говорю, все, что вы сами себе надумали, все правильно, потому что, ну, все будет красиво и все аккуратно, и есть какие-то определенные классические методы вязания, но я считаю, что на них можно закрывать глаза и делать как угодно, как хочется вам. Очень нужный эфир, теперь смогу рассчитать начало рисунка до кокетки. Хорошо, спасибо. Саша, если раппорт рисунка 24 петли, у меня убавки в каждом пятом ряду, в первой части в каждом пятом ряду, во второй в каждом втором. Всего 8 раппортов. Так можно? Можно, да. То есть у вас раппорты широкие, и убавок, получается, будет чаще. Можно. Вы можете сделать также убавки, 2 убавки в раппорте. То есть если рисунок 24 петельки, вы можете где-то сделать с одного краю раппорта и со второго. Или, например, по центру и с краю. Тоже так можно делать. Смотрите на свой раппорт, где вы там можете убавить. Ну, как вы написали, тоже можно. 8 петель, а росток 6 рядов, да? Тогда можно сделать 6 петель росток и на рукаве, и 2 петельки в рабочие петли отправить, которые пойдут на кокетку, можно. Первую убавку в каком ряду от начала лучше делать? Ну, вот повыше лучше ее делать. Ну, вот, не знаю, вот столечко провязать, наверное, и только потом делать. Это вот минимум. Не делайте, если у вас там что-то вообще не получается с убавками, не делайте первую убавку, пожалуйста, вот в первых рядах. У вас потом очень узкая будет кокетка и будет неудобно носить. Первую убавку надо вот провязать вот так и где-то сделать ее. Ну, видите, я не люблю, когда говорят, сделайте первую убавку в 9 ряду или в 15 ряду. Вы должны посчитать, у каждого свой случай. Если я так скажу, то это будет, ну, немножко неправильно, потому что каждый случай индивидуален. И то же самое с тем, как часто делать убавки. Тоже каждый жаккард требует свою частоту, и вы это все потом посчитаете. Ну, или уже посчитали. Имею в виду в ширину, частота в ширину. Так, я скину в тел, более понятно, но думаю, что можно так. Хорошо, да. Я надеюсь, что я осилю. 483 уже сообщения. И это я еще убрала сообщения из чата и других своих переписок личных. То есть это чисто конкретно интенсивные сообщения. Ну, буду читать потихоньку. Пожалуйста, не обижайтесь, если я долго отвечаю. Вчера, правда, хотелось сделать себе небольшой праздник. Ну, мне кажется, 10 лет это большой праздник, и можно расслабиться немножко. Все, я надеюсь, я эту кокетку довяжу вот до первой убавки, а может даже и до второй довяжу, чтобы вам показать, как убавка выглядит, а потом уже там вторая, третья, четвертая, они более быстрые, и петель там меньше. И я, может, за эфир успею показать вам 2 убавки. Короче, завтра буду вязать, и если получится, то свяжу вот до второй. Вот так, смотрите, вот у меня первая убавка, а вот вторая. И вот я бы хотела до второй убавки связать, чтобы уже была готова первая, чтобы вам показать, как это выглядит готовая, и вторую убавку сделать вместе с вами, а может уже потом и третью. Так, 2 вместе, пофиг, куда наклон. Главное, симметрично, пофиг, тупо 2 вместе одинаково все время, да, я, наверно, но мне аккуратнее всегда выглядит убавка с наклоном вправо, вот как при вязании классическим способом, она вообще незаметна. Вот когда влево, все таки там еще немножко нужно петельку подвернуть, чтобы она легла хорошо. Вы это все знаете, когда мы шапки Бини с вами вязали, тоже многие говорили: "Почему с одной стороны аккуратно, а с другой стороны так немножко кривенько?"
Вот эта кривенькая нужно пальчиками, не пальчиками, я спицу беру и петельку подтягиваю, чтобы она легла аккуратно. Но чтобы не подтягивать, я всегда убавляю с наклоном вправо. Вот как при вязании классическим способом. А так, честно скажу, вообще пофиг. Как? То есть, если вам нравится другой способ, убавляйте по-другому. Главное, чтобы у вас рисунок не как-то смещался. Но это тоже, давайте об этом завтра поговорим, тоже вам покажу на своем примере, как правильно, как неправильно. Вот именно для этого... Да, без переставления. Вот именно для этого как раз я и прошу вас связать образец, чтобы вы, да, не бабушкиным, Яна, ты поняла, чтобы вы как раз посмотрели, красиво ли у вас ложатся убавки, правильно ли вы все делаете, не смещается ли у вас как-то узор по-тупому. Вот именно для этого я прошу связать образец. Так, домашнее задание– это связать кокетку. Наше, наверное, последнее большое домашнее задание. Там дальше будет домашнее задание типа показать воротник, какой он у вас будет. Я еще расскажу разные способы. Сшить подрезы и все, и спрятать ниточки. А это последнее крупное домашнее задание. Связать кокетку. Вяжем на кокетку, там, по-моему, до пятницы, что-то такое. Сейчас я скажу. Так, до 20 апреля, до пятницы. Вот у вас есть 9 дней для того, чтобы эту кокетку связать. Все, вяжем. Завтра с вами повяжу ее. Если какие-то есть вопросы по поводу соединения, вы можете начать ее вязать. Вот такая пряжа коварная. Иногда такие, знаете, черные-черные какие-то прутики в ней. Вам плохо видно? Мне всегда кажется, о боже, что это такое? Пытаюсь вытащить, это какой-то вот черный прут в этой пряже. Как-то так обработана она, интересно. Если какие-то вопросы по поводу соединения вот в круг, пишите, скидывайте фотографии. И опять же, я очень люблю, когда вы мне скидываете ежедневный отчет. То есть, если вы вяжете кокетку, вы, понятное дело, не все смогут ее связать за один присест. Это может занять несколько дней. Поэтому вы там один день провязали кусочек, скинули мне фотографию. Следующий день кусочек еще провязали, скинули. Это никак не отмечается в таблице, я за этим не слежу. Вас там не буду я муртызить, давайте скидывайте, но скидывайте просто для того, чтобы у вас был стимул каждый день двигаться вперед и немножко провязывать. Покажете, как шить подрезы и росток. Да, обязательно, это у нас будет уже в последней неделе. Видела бы ты Дундагу, да, тоже, и похуже, наверное. Но вот тут так иногда смотришь, ой-ой-ой, что это такое у меня в вязании? А это, оказывается, все нормально. Так надо. Производитель сказал, что так надо. Фух, все, я пойду проверять 483, так и держится сообщение. И все. Давайте прощаться, у меня уже немножко тормозит. Нравится, нравится. Первый раз вяжу такой азиатский росток. Все наглядно, понятно, спасибо. Ой, как приятно. Спасибо, Сашенька, вы очень помогаете. Вообще, ваша работа уникальна. Спасибо, девочки, большое. Очень приятно. Главное, чтобы вы научились, и потом этими знаниями вы пользовались дальше. Вот это для меня очень радостно. Особенно, когда мне потом девочки присылают, Саша, я вот по этим же расчетам, только уже свои расчеты сделала, по этой же технологии связала новый свитер. Так всегда приятно, что вы пользуетесь потом всеми знаниями, которые я вам даю. Наталья, вам тоже спасибо, приветик вам. О, уже соединила с вами. Класс, скидывайте мне фотографию чисто вот для того, чтобы я посмотрела, что работа идет. А так, домашнее задание скинуть кокетку. Я видела, девочки в чате уже скидывали готовую почти кокетку. Вот, давайте, скидывайте. Ты самая лучшая, спасибо. Спасибо вам, девочки, спасибо. Я сейчас вижу, вы смайлики мне шлете. Все, прощаюсь, пока, до завтра. Вяжем все вместе и пишем мне какие-то вопросики. Пока. Так, все.